Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Хотела бы показать, как работать с непростыми ногтями и как выполнить наращивание без постановки форм при помощи акрилатика. Смотрите ролик до конца, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоуроки. Давайте посмотрим на ногти моей модели. Они короткие, деформированные. Видим, что очень близко находятся капилляры, о чем говорит красная область над кутикулой. Больше всего меня заинтересовал большой ноготок, так как он имеет прям явную неровность. Конечно, мы попытаемся это все устранить, исправить при помощи акригеля, да нарастим небольшую длину и покроем гель-лаком. То есть постараемся сделать максимальное преображение этих ногтей. Данные неровности у моей модели появились вследствие ушиба, например, на среднем ногте, и на большом пальчике вследствие расслоения. Модель приподняла слой ногтевой пластины, оторвала его, грубо говоря, нарушила зону матрикса, поэтому сейчас он растет неровно. Будем надеяться, что данная неровность постепенно будет срастать, и ноготь отрастет уже ровным. Наша задача исправить неровность, и для этого я буду использовать акригель. Так как у моей модели близко расположены капилляры, широкая лунула, глубокий маникюр делать нельзя, я воспользуюсь безопасной фрезой для того, чтобы приподнять кутикулу. Безопасной фрезой работаю в положении форвард на скорости 15-17 тысяч оборотов. Располагаю насадку немного по диагонали, выполняю отрывистые движения. Поскольку насадка не имеет абразива, она очень бережно и аккуратно приподнимает кутикулу. Как раз она актуальна при работе с чувствительной кутикулой и той, у которой близко расположены капилляры. Переключаю направление вращения насадки, положение реверс, и очень аккуратно, без давления работаю в той области, где ноготь деформирован. На большом пальце мы видим, что зона лунулы очень мягкая, необходимо работать крайне аккуратно, конечно, без какого-либо давления. И фреза у меня выступает в качестве пушера, то есть отталкивает кутикулу. Но посмотрите, глубокого подкутикульного кармашка у меня здесь нету. Соответственно, покрытие гель-лаком у меня будет только в стык. Сейчас мне не нравится область боковых пазух, поэтому доработаю ее при помощи алмазной насадки «Пламя». Перед срезом кутикулы пройдусь бафом и зашлифую при помощи насадки шар диаметр 3,1. Работаю на небольшой скорости, приблизительно 7-8 тысяч оборотов, для того, чтобы не вызвать нагрев кожи. Подготавливаю ногти к покрытию, обезжириваю и наношу праймер. Наверняка вы обратили внимание на наличие белых полосок на ногтях моей модели. При этом они не сошлифовались бафиком. Нет, это не сухость ногтевой пластины вследствие ношения гель-лака, так как ногти не покрывались уже более 4 месяцев ничем. Это лейконихия, неинфекционное заболевание, нарушение кератинизации ногтевой пластины. Причины могут быть совершенно разные, как от нарушения обмена веществ в организме, нехватка витаминов, микроэлементов или быстрое образование клеток матрикса аникобластов, которые не успевают потерять свой белый оттенок.
Буду донаращивать ногти своей модели акригелем On IQ. Если посмотреть, он имеет крупинки, соответственно, этот акригель более жесткий, в отличие от тех, которые имеют однородную консистенцию без крупинок. Именно этот эффект меня интересует для того, чтобы уголки ногтей не скалывались. Этот акригель не требует перед собой нанесения праймера или базы, но тем не менее я перестрахуюсь и нанесу, так как ручки для меня новые и модель говорит о том, что ногти склонны к расслоению. И также мне понадобится специальная жидкость для того, чтобы распределять мой материал. Базу наношу тонким слоем, втирающими движениями. Следите за тем, чтобы она не растекалась в боковые пазухи или под кутикулу, так как, соответственно, и полигель туда будет затекать. Отправляю в лампу на 30 секунд. С базового покрытия вы можете снять липкий слой или работать по нему. Некоторые мастера утверждают, что полигель начинает у них растекаться по липкому слою, но я такого не замечала, поэтому липкий слой не снимаю. Донаращиваю совсем небольшую длину, чтобы не было вероятности повторного травмирования ногтей. Выдавливаю небольшую каплю полигеля, срезаю при помощи апельсиновой палочки, выкладываю на ноготь. Смачиваю кисть в жидкости специальной для разравнивания материала и распределяю шарик акригеля. Сначала продавливаю серединку, толкаю материал к кутикуле, плотно прижимаю боковые стеночки. У кутикулы плотно прижимаю для того, чтобы не было отслоек. Следите, чтобы на кисти не было большого количества жидкости, так как она будет разжижать материал, что также приведет к отслойкам. И теперь постепенно вытягиваю материал по воздуху на себя, формируя свободный край. Форму мы выбрали скво-овал. Материал у меня ложится прямо на кожу. Подбираю кончик и изнутри поднимаю упавший материал. Стараюсь очень хорошо выгладить поверхность, чтобы мне практически ничего не опиливать. Отправляю в лампу на просушку на 1 минуту. Для формирования архитектуры на большом пальце беру каплю большего размера акригеля. И вы можете, например, распределить материал при помощи апельсиновой палочки. Снова серединку мы притаптываем и распределяем по боковым стенкам. Проталкиваем материал вперед, в то место, где у меня ямочка. И вытягиваем на себя длину и уголки. Палочка удобна в работе тем, что не прилипает к материалу. Как можем увидеть, поверхность не совсем ровная, поэтому в завершении мне нравится заглаживать ее при помощи кисти. Формирую архитектуру по правилам моделирования. Плавный подъем, наивысшая точка и спуск.
Снимаю липкий слой и придаю форму свободному краю. Пройдусь по поверхности пилкой для того, чтобы ее сгладить, не доходя до кутикулы. А в области кутикулы обработаю при помощи бафика. Теперь необходимо убрать образовавшуюся толщину. Для этого я возьму твердосплавную насадку с тонким носиком. Переворачиваем руку. Работаю справа налево в положении форвард. Как вам наше преображение? Напишите в комментариях. Не бойтесь работать с непростыми руками. Желаю всем успехов. Пока-пока. Опять не то. Еще раз. Как вам наше преображение? Напишите в комментариях. Не бойтесь работать с непростыми руками. Желаю всем успехов. Пока-пока.